Привет, друзья! Сегодня делюсь рецептом простого и незамысловатого блюда. Хочу приготовить жаркое, обычное блюдо для всей семьи, знакомое прямо с детства. Помытое мясо свинины я промакиваю бумажными полотенцами. Это делается для того, чтобы, когда начнем жарить, мясо не стреляло на сковороде. В приготовлении этого блюда вы можете использовать любое мясо, которое вам нравится, но вкуснее всего жаркое получается со свининой. По собственному опыту убедилась в этом. Мясо нужно выбирать средней жирности. Желательно, чтобы было видно вот эти белые такие прожилки салка. Тогда жаркое получается очень вкусным. По весу свинины у меня 600 грамм, и нарезаю я средними кусочками, чтобы не было сильно мелко и сильно крупно. И при этом прожарится и протушится все прекрасно, переживать об этом не стоит. Ну вот, с нарезкой мяса справились, вот такие кусочки у нас получились. Морковь разрезаю вдоль и нарезаю полукольцами до середины. Затем разрезать можно еще раз вдоль и таким образом продолжать нарезать до конца. Главное, чтобы кусочки не выглядели слишком мелко. Далее приступаем к луку. Нарезая лук, также не мельчим и нарезаем несколько крупнее, чем для обычной зажарки. Затем сладкий домашний перец. Я нарезаю крупными кусочками. Вы можете нарезать такими, которые нравятся вам. Остался чеснок, который используем в самом конце. Теперь приступаю к картофелю. Разрезаю пополам, затем вдоль 2 раза и нарезаю кусочками, и чтобы было не слишком мелко и не слишком крупно. В таком блюде, как жаркое, картофеля должно быть приблизительно в 2 раза больше, чем мясо. У меня картофеля приблизительно плюс-минус 1,5 килограмма. И теперь на разогретую сковороду наливаем масло и начинаем жарить мясо. Жарим мясо на большом огне или высокой температуре. Стараемся помешивать, чтобы оно вдруг не пригорело. И жарим его до золотистого цвета. Ингредиенты также смотрите в описании под этим видео. И вот мясо жарилось минут 20 и стало золотистым. Теперь можно отправлять сюда лук вместе с морковью. Перец мы забросим чуть позже. И продолжаем все жарить на высокой температуре, постоянно помешивая, до того момента, когда увидим, что лук и морковь уже готовы. Они приобретут такой золотистый, прозрачный слегка цвет. Теперь пришло время отправить лавровый лист, паприку и душистый перец к нашему мясу. Также пришло время отправить к мясу наш перец сладкий. Жарим еще минут 5 и можно уже посолить мясо. Ну вот, вижу, что уже все готово, пора отправлять все в кастрюлю.
Далее высыпаем сверху нарезанный картофель. Обязательно в кастрюлю добавляем полстакана воды. Это для того, чтобы было испарение и картофель хорошо пропарился. Далее делаем минимальную температуру, накрываем крышкой и 25 минут ее не поднимаем. Ну вот, теперь можно смотреть. Наш картофель хорошо пропарился. Осталось совсем немножко. А теперь можно и перемешать. Теперь мы можем и посолить сам картофель. Также добавить чеснок, выдавленный через чеснокодавку. Почему мы ложим его в самом конце? Для того, чтобы сохранился правильный аромат чеснока. Для жаркого необходим бульон, поэтому я добавляю 1,5 стакана воды. Вы можете добавить 2 стакана или 1 стакан, в зависимости от вашего вкуса. Ну вот, прошло минут 10 и вижу, что уже все готово. Поэтому с нетерпением хочу уже попробовать. При приготовлении своего жаркого я учитывала такой момент, что когда жаркое остывает, бульон становится гуще. Поэтому консистенцию я делала именно такую, добавляя 1,5 стакана воды. Не могу передать, какой аромат сейчас стоит на кухне. Это просто сказка. При подаче этого блюда обязательно посыпьте свежей зеленью. Так будет еще вкуснее и ароматнее. Ну что, все хорошо приготовилось и очень вкусно получилось. Надеюсь, подача моего рецепта этого блюда вам была понятной. Я очень старалась доступно объяснить все последовательно, как делаю я. Спасибо вам за ваши лайки, за добрые комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Я буду очень рада стараться и дальше выкладывать новые рецепты. Всего доброго, приятного аппетита. Готовьте это блюдо, наслаждайтесь, радуйте свою семью. Много радости вам и всего доброго.